Однажды группа посетителей культурного центра в Араросе, Бразилия, услышала какие-то странные звуки, похожие скорее на приглушенные крики, чем была очень озадачена. Шум доносился непонятно откуда, из какого-то отдаленного уголка здания. Крики были похожи на кошачьи, хотя люди не были точно в этом уверены. Они проверили все, что могли, в поисках необъяснимого явления. И тогда кому-то пришла в голову мысль, что звуки доносятся из-под пола. Несколько людей из группы выразили свое мнение, сказав, что если звуки действительно исходят из-под бетонного пола, то лучше оставить это существо умереть, кем бы оно ни было. К счастью, нашлись и те люди, которые посчитали такую мысль безумной и приготовились принимать решительные меры для спасения. Они обратились в коммунальную компанию, которая незамедлительно выслала нескольких работников для оценки ситуации. Рабочие нашли примерное место, где могло быть замуровано животное, и начали аккуратно ломать пол. Так они обнаружили трубу, которую затем разрезали. А крики тем временем становились все громче и громче, пока наконец не стали совсем пронзительными. Тогда, порыскав рукой в разрезе трубы, мужчина достал оттуда крохотного котенка. Он комочком сжался в ладони спасателя, и люди, наблюдавшие эту картину, начали аплодировать, радуясь успешному спасению. Однако это был еще далеко не конец. Даже после того, как они достали этого малыша и отвезли на медицинский осмотр, странные звуки, донимавшие толпу, не утихли. Спасатели поняли, что внутри трубы был еще один котенок. Поэтому рабочие продолжили стучать по трубе, выискивая правильное место и разрезая трубу, чтобы попытаться спасти еще одну жизнь. После аккуратной работы по разрезу трубы они спасли еще одного котенка. Тем не менее, оказалось, что их было еще больше. Спасатели еще несколько раз повторили работу, описанную выше, и в итоге за время своей миссии спасли 4 котят, каждый из которых застрял в разных местах трубы. Позже люди выяснили, что малыши родились фактически на вершине здания, но каким-то образом 4 котенка упали в трубу водосточного желоба и спускались, пока в какой-то момент не застряли. Малышам повезло, что люди с добрыми душами услышали их, иначе прошло бы еще совсем немного времени, и они погибли бы. Новость о спасенных котятах быстро распространилась по городу, и люди стали собираться, чтобы помочь крохам. Мы объявили о спасении в социальных сетях, и люди в этом районе стали приносить молоко, бутылочки, лекарства и другие продукты для животных, рассказывает Рикардо Урбах, один из спасателей. Сейчас котят реабилитируют после полученного стресса, а после этого им сразу будут искать родной дом. Взгляните на их чудесное спасение. Благодаря сострадательным посетителям и небезразличию коммунальной компании, целых 9 жизней было спасено. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.